Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я вам покажу готовые мои работы и текущие процессы. Моя готовая работа на мне. Джемпер, который я связала, это оверсайз. Я вязала его первый раз таким большим, у меня таких изделий нет. Вязала я его цельным полотном, начинала с горловины, набирала петли на горловину, резинкой сначала 1 на 1, потом 2 на 2, и линия плеча, длинную делала линию плеча, за счет этого джемпер таким получился объемным. Очень теплый, я его еще не стирала, поэтому спешила показать его вам, и еще не постирала. Вот так он смотрится на мне. Мне очень нравится. Здесь я делала вышивку. Вышивку делала крючком. Давайте на столе я вам покажу ближе свой жакет-джемпер. На спице номер 5 я набирала резинкой 1 на 1, делала вывернутую лицевую петлю, провязывала 2 ряда и перешла на резинку 2 на 2, делая укороченными рядами углубление по переду и по спинке. Отделку отделяла я горловину от основного полотна изнаночными петлями и переходила на спицы номер 6. С каждой стороны делала 2 петли на плечевую линию. Длина плечевой линии у меня 29 сантиметров. Вот от начала горловины и до рукава 29 сантиметров. Поэтому джемпер получился такой объемный, большой. От начала вот рукава и до второго рукава 83 сантиметров. Провязав 30 сантиметров плечевой линии, я разделяла вязание и вязала уже поворотными рядами 13 сантиметров на рукав. Делала вот тут 13 сантиметров, отвязав поворотными рядами, я соединила вязание в круг и вязала по кругу. Провязав сантиметров на 10, я с каждой стороны чтобы немножко было заужено, я убавляла по одной петли, по одной петельке убавив, я перешла на резинку 2 на 2, а потом на резинку 1 на 1. Вот так мне захотелось сделать резинку низ изделия. И закрыла закрытием Light. Это закрытие есть на просторах интернета. Рукав я уже набирала, но круговые спицы. По-моему, 60 петель я набрала. И нигде не убавляя, не прибавляя, я вязала полностью 21 сантиметр рукава. Я хотела, чтобы у меня рукав был очень длинный, так заходил, и узкий, облегал всю руку. 2 на 2 я провязала и закрыла тоже закрытием Light. Я еще не делала ВТО, конечно, я извиняюсь перед вами, потому что петли неровные, но я знаю, что на этой пряже, когда сделаю ВТО, они все выпрямятся. Так как я из этой пряжи уже вязала себе жакет, но этот жакет у меня так и не родился. Я его распустила, он мне не понравился, и я вот стала вязать вот такой вот жакет оверсайз. Набрала на крючок
петлю и вывязала вот это вот декоративная такая отделка, мой цветочек. Длина изделия от горловины до низа изделия до резинки 57 сантиметров. Вот такое вот достаточно большое. На свой размер, у меня 44-46, он, конечно, у меня большой. Но мне нравится. Теплый. Так, еще одно готовое мое изделие. Это детский жакет. Вот с таким шалеобразным воротником. Я делала по планке 4 таких для пуговиц. Угу. Закрывала одну петлю и накид делала. И с обратной стороны уже вязала по рисунку. Жакет я вязала одним полотном. Вот. Набрала я 130 петель, это 58 сантиметров. Пряжа это, не помню как называется, но я вязала жакет, я вам показывала эту пряжу. Так, тут я вязала полки и спинку. Спинку отделяла от полок вот такой декоративной лицевой линии, это лицевая снятая. Вязала до пройм 23 сантиметра, до пройм, не, 25 сантиметров до пройм вязала, разделяла и уже вязала потом отдельно полочку, отдельно спинку, соединяла плечевые линии, я соединяла методом 3 спиц и набирала рукав уже на круговые спицы, чтобы рукав был без швов. Одними лицевыми вязала. Нет, одними изнаночными, это же круговое вязание. Манжет 5 сантиметров. Закрывала, боже мой, какой у нас дождь. Закрывала обыкновенными петлями, петля в петлю. Шалевидный воротник я делала укороченными рядами. Набирала уже потом по готовому изделию петли вокруг, разделяла тут, где я убавки делала на V-образный вырез, и отсюда я делала укороченные ряды. И такая вот коса с обеих сторон. Пуговиц нету, купятся пуговицы, шьем, ребенок будет ходить. Вот такое у меня изделие. Так, из этой пряжи Alize Angora Gold, это у меня текущий процесс, я решила себе вязать жакет японское плечо. Пряжа немножко пуша, такая Angora Gold, да, немножко с пушком, 550 метров на 100 граммов, 20% акрил и 80% акрил и 20 шерсть, 550 метров в 100 граммах. Еще раз скажу. Я только-только набрала себе на жакет петли, 130 петель, начала вязать, разделила петли на горловину и 2 плеча, сделала углубление по горловине, вот немножко, да, вот видно уже. И по 2 петли укороченными рядами сейчас вяжу, чтобы перейти на японское плечо, плавными линиями японское плечо. Техника японского плеча вязания спицами сравнительно новое и модное направление. Хотя идея плавного плечевого скоса существовала давно, техника появилась в Японии среди дизайнеров и мастеров, создавших минималистические, очень аккуратные и анатомичные посадка плеча. В японском вязании традиционно много конструктивных приемов,
где важна идеальная линия плеча. Плавные переходы – это часть японской философии. Красота в простоте. В японских журналах по вязанию еще в 80-х, 90-х годах встречались модели, где плечевой скос формировался не классическим способом закрытия петель, а плавной линией с использованием укороченных рядов или особой конструкции реглана. В Европе и странах СНГ техника стала популярной после 2015-2018 годов. Особенность японского плеча – это плавный переход от горловины к плечу. Очень аккуратный анатомический скос часто выполняется укороченными рядами или вывязыванием V-образной линии плеча. Конструкция бывает как в изделиях, вяжущихся сверху вниз, так и в классических схемах. Почему эта техника набирает обороты и очень популярна, стала популярным? Отличная посадка, даже при оверсайзе, современный дорогой вид изделия, универсально подходит для джемперов, кардиганов, жилетов. Японское плечо – это способ вывязывания плечевого скоса, при котором линия плеча получается плавной, без ступенек и идеально ложится по плечу. Оно создается с помощью укороченных рядов, которые формируют красивый наклон плеча от горловины к пройме. Главная идея – плечо не закрывается ступенчато, а выкладывается ровной линией. Японское плечо – самая красивая линия плеча среди всех способов идеально всадиться даже при фигуре с узкими или широкими плечами. Хорошо смотрится даже в оверсайзе. Очень аккуратное соединение плечевых скосов. Я хочу сказать, да, что японское плечо, оно для всех фигур садится идеально. Даже плечи, если и короткие, и длинные, то, вывязав эту плавную плечевую линию, изделие, связанное японским плечом, сядет идеально. Но это мое мнение. Поэтому будем вязать вместе. Я буду выкладывать процесс этот. Будет оно двух цветов. Я вам буду все показывать. Спасибо, что заходите на мой канал. Всем пока-пока.